Всем привет, это DOFA Trading, и сегодня наконец-то это свершилось. Всем нам известная платформа TradingView, она наконец-то выкатила кластерный график на своей платформе. Если мы откроем вот сюда, нажмем на свечи, окно выплывает сразу со всеми доступными нам графиками, которые мы можем отобразить на TradingView. Здесь есть бары, японские свечи, Heiken Ashi, но самое интересное, то, что сделала данная платформа TradingView, она добавила свечи объема, кластерный объем и Time Price Opportunity. То есть это уже свечи именно с анализом по объему. Мне, как трейдеру, который использует кластерный анализ каждый день абсолютно при торговле, очень интересна данная тема, и сегодня я постараюсь вам максимально детально объяснить и как на практике использовать вот эти вот кластерные именно свечи на TradingView, чтобы вы это поняли. Возможно, вы вообще раньше не использовали кластерный график, не знаете, что это такое, и перед вами сейчас открывается как раз таки новая возможность изучить, что это такое и как ним правильно пользоваться. Так как у меня есть уже опыт в этой области торговли, больше 2-3 лет даже торгую именно по кластерному анализу, я смогу вам подробно объяснить, что это такое и как его использовать. Как в том меме, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Значит, кластерная свеча. Вообще понятия, базовые такие моменты в ней. И откуда берется вот этот вот весь объем, что это за джунгли такие. Под свечкой, вот мы видим, у нас есть здесь действительно обычная человеческая всем понятная свеча, красная, с вот такими тенями, сверху тень и снизу. Под этой свечкой мы видим вот этот вот объем. Данный объем отображает нам, если мы вот так вот наводим на этот объем, мы можем посмотреть значение, что за объем прошел за день. Это дневная именно свеча. Вот так вот мы наводим, и вот тут вот у нас будет отображаться вот этот вот объем, который был в данной свечке. Это 1 миллион 393 монеты, эфириума конкретно, потому что график эфириума с биржи Binance. Что интересного происходит, когда включается кластерный анализ, кластерная свеча? Мы видим, что этот объем, он переносится сюда, то есть это тот же самый объем, только он уже переносится вот сюда, возле свечи. И мы видим здесь слева и справа вот такие вот квадратики. Что это за квадратики? Вот эти квадратики — это шаг цены. То есть один такой квадратик — это шаг цены. Условно от 3838 долларов до 3800 долларов. То есть это определенный маленький диапазон цены внутри свечи. И дальше мы двигаемся и видим много-много таких квадратиков. То есть это все отдельные такие диапазоны, ценовые диапазоны внутри данной свечи. То есть эта свеча разделена на такие ценовые диапазоны. Вот, это может быть шаг вот этот вот диапазона в 0,5% или в процент даже, в зависимости от определенных моментов, о которых мы тоже поговорим. Значит, мы видим здесь вот этот вот объем, который торговался по ценовому уровню. Но мы видим здесь не один объем, мы здесь видим два объема. Один объем слева и один объем справа. Плюс один объем красного цвета, а другой зеленого. И я думаю, что многие из вас уже догадались, это объем на покупку и на продажу. То есть получается, что весь этот объем, который находится под свечкой, он переносится по горизонтальным уровням внутри свечи, и потом он делится и считается, какой был объем на конкретном ценовом диапазоне, вот в шаге, да, в 0,5% шаг каждый, допустим, и считается объем, какой был с цены 3836 по цену 3800, какой был объем на покупку и на продажу. Слева от свечи здесь всегда будет объем на продажу, а справа от свечи будет всегда объем на покупку. И очень важно для нас определять те моменты, когда есть на каком-то ценовом уровне перевес в одну или в ту сторону. Если мы будем очень глупо смотреть на этот объем, он нам ничего не даст. Мы видим здесь 14 тысяч на покупку, 14 на продажу, 20 на покупку. Что нам это дает? Непонятно, ничего не дает. Здесь 71 на продажу, здесь 89 на покупку. Тоже ничего нам это не дает.
Нам важно искать в данных местах такие области, когда идет сильный перевес в какую-то из сторон. То есть очень много покупок в каком-то месте или очень много продаж в каком-то месте. Вот что мы должны искать с вами на кластерном графике. Этот кластерный график на TradingView также нам помогает это искать, и мы видим здесь вот такие вот полоски, да, вдоль графика, зеленые и красные. Это как раз-таки и есть те зоны, где есть какой-то перевес, или по-другому он называется дисбаланс. Дисбаланс — это то место, где есть перевес в сторону продавцов или в сторону покупателей. Всегда, когда вы видите что-то новое, или если вы видите что-то старое, но вы никогда не вникали в суть, как это работает, а это очень плохо, если вы так не делали, даже банальная EMA-линия, если вы ее на графике видите, но не знаете, как она считается, какое математическое производное берется, что такое среднеарифметическое, что такое экспоненциальное. Если вы этого не знаете, то я вам настоятельно рекомендую узнать, что это такое. Потому что когда вы открываете настройки или берете, изучаете базовые параметры какого-то индикатора, сразу появляются ответы на многие вопросы. Мы открываем настройки и берем базовую информацию по самому этому кластерному графику. И начинаем изучать эту информацию, и сразу тогда нам все становится понятно. Это касается именно свечи, это мы не смотрим. Нам нужно смотреть вот это вот, именно кластерный объем. Мы открываем в настройках кластерный вот тут объем и смотрим. Здесь есть много функций. Размер уровня, да, вот это вот как раз размер уровня, это и есть тот ценовой диапазон. То есть вот этот вот ценовой диапазон, его можно настраивать, его можно делать уже, делать шире. Например, если стоит авто, то это берется длина ATR, берется среднее значение, да, за 14. То есть свечка одна может иметь расстояние там $1000 на графике занимать, да, дистанцию, другая $500. И кластера, они будут разного размера тогда. Нам нужно, чтобы они везде были одинаковые, конкретно на данной платформе в данном случае. Поэтому мы берем авто, берем среднее значение 14, да, то есть и будет сглаживаться это все дело. Если мы вручную поставим здесь значение в 1000, то эти кластера, они сразу будут схлопываться. Потому что это тики в уровне. И мы будем в каждый уровень помещать тики. Тики — это что такое? Это секундный график. То есть это, грубо говоря, мы будем брать одну сделку. И у нас в один кластер, грубо говоря, будет помещаться 1000 этих тиков. И будет, извините меня, на этих кластеров на графике. Вы выйдете, у вас вот такие вот глаза, вы ничего не понимаете, что вообще на графике происходит. Зачем вам это? Я не знаю, вам это не нужно. То есть нам какая-то более спокойная картина нужна. Мы должны в целом понимать, что происходит. Да? И тут есть тип покупка, дельта и того. То есть если мы поставим на покупку и на продажу, все будет четко, как я вам и рассказывал. Слева у нас покупка, справа, то есть слева у нас продажа, справа у нас покупка. То есть красная продажа, справа это зеленая покупка. Дельту можем поставить, то есть оно будет сразу автоматически нам считать разницу. То есть мы не будем смотреть, что здесь, ага, продано 71 тысяча, а здесь, ага, куплено 89 тысяч. Мы этого не будем смотреть, мы поставим дельту, и оно нам автоматически будет просто рисовать один кластер, и мы будем просто сразу видеть дельту. И у нас получается, ну, не один кластер, а один столбик кластеров. То есть мы видим свечку, и теперь наш столбик только справа находится. Мы видим только один столбик. Вот свеча, и этот кластерный столбик, он относится к ней. И мы видим сразу дельту. Здесь дельта 6,117, то есть это говорит, что дельта положительная. Здесь положительное значение, значит, было больше покупок. Что такое дельта? Это разница между покупками и продажами. Если купили 10 тысяч эфириумов, а продали 150 тысяч эфириумов, то дельта будет минус 140 тысяч эфириумов. И это будет отрицательное значение. А если продали 1 эфириум, а купили 500 тысяч эфириумов, то дельта будет 499 1999 эфириумов. Но это я так условно, чтобы сразу вам было доходчиво и понятно. Потому что кто-то может сразу это все понимает, уже кто-то может знает, а кто-то этого не знает, поэтому я все утрирую, такие моменты четко вам даю сразу понять, чтобы вы не путались потом. Дельта
Это просто, это разница между покупками и продажами. Мы тут сразу видим отрицательные значения. Вот это все зеленое, здесь минус 7, это понятно, что здесь было больше продаж. Тут идет положительное значение, и здесь мы смотрим огромное значение отрицательное. Минус 30, минус 54, минус 25, минус 32. Понятно, огромные продажи. Что происходит? Тут происходит падение. Какое тут происходит падение? Мы видим падение на 10%. То, что вам тут страшное только что открылось, это мои все вот эти вот анализы, так сказать, графика. Вот. Поэтому не пугайтесь. Вот, мы увидели после этих продаж вот такие вот огромные сквизы в этот день. Поэтому дельта — это важно. И можно смотреть просто. Итого. Что это значит? Просто голый объем. Просто объем. И так тоже можно. Да. Насколько это эффективно, это уже другой вопрос. Но не будем об этом. Не забудь подписаться на канал. Теперь дальше. Дельту посмотрели, покупку и продажу посмотрели, все это разобрали. Градиент на фоне. Это авторские настройки. Вообще это... Хотите серо-буро-малиновый цвет поставьте, от этого ничего не изменится, потому что это только цвет. Это как и свечи. Есть красные, есть зеленые. Какая разница, какой у него цвет? Абсолютно никакой разницы нету. Есть покупки, мы растем, нет покупок, есть продажи, мы падаем. То есть свечи, черточки, полосочки, пунктирчик, этот крестик с ноликом, это не важно. Нам нужно покупки или продажи. Вот этот цвет, он абсолютно не влияет никак на то, что будет на рынке. Мы будем падать или расти. Вот это что такое хитрое? 70%. Что это такое? Что это такое? Что это за ужасный зверь такой? Когда я нажимаю, вы видите, что на графике что-то пропадает, что-то исчезает. Да? А это все очень просто. Это диапазон, в котором произошел основной объем. То есть я нажимаю, извините, только что не туда, мискликинг, так сказать, зона стоимости. Вот. Зона стоимости – это основной объем внутри данной свечи. То есть с уровня 3803 по уровень 3558 основной объем монет был проторгован. Куплен, продан – это здесь оно не показывается. Здесь вот это вот расстояние между пунктирными линиями показывает просто основной объем, который был в данной свече. Основной. А то это были покупки или продажи, мы уже с вами знаем, как смотреть. Мы смотрим красное и зеленое и смотрим, чего было больше. Либо просто сразу ставим дельту и не морочим одно животное за одно причинное место. Это дальше внизу уже у нас POC. Что это такое? Это очень сложно. У нас на канале есть обучающее видео по всему вот этому вот сложному делу. Это основной наш объем. Мы, когда нажимаем, то видим, что пропадает и появляется белый цвет вот такой вот. Я очень быстро стараюсь рассказывать, чтобы экономить ваше время. Вот, это наш POC. Он пропадает и исчезает. Это основной объем. Это максимальный объем. Дисбаланс. Тот самый дисбаланс. То, что мы ищем. То, что нам важно. Дисбаланс. И как он выделяется? Выделение. Вот, вы видите. Дисбаланс и выделение. Вот где есть дисбаланс, вот так вот он выделяется. А в какую же сторону, это уже другой вопрос. Да? Но тут я думаю, что даже ежику в тумане станет понятно, что выделение дисбаланса, если дисбаланс выделяется красным, то это дисбаланс в сторону продавца и больше продаж. А если дисбаланс в сторону покупателя, то он выделяется зеленым цветом. И это дисбаланс покупок зеленым цветом. Изи, все понятно. То есть вот так вот мы это все видим. Дисбаланс можно настраивать 200%, 300%. Что это такое? То есть 100%. Разница между покупками и продажами в 100%, в 300, в 400, в 5 раз, в 6 раз, в 1 раз, в 2 раза, в 3 раза. То есть это, я думаю, понятно. Дальше что мы видим? Настройка данных, точность и часовой пояс. То есть мы это уже не трогаем. Рига это не про нас. Мы сидим за графиком постоянно 24/7 и зарабатываем деньги. А в Ригу нам еще не скоро. Значит, вот такие вот дела у нас вырисовываются на этом кластерном графике. И мы можем с вами отслеживать и использовать все эти данные о покупках и продажах для того, чтобы открывать правильные сделки, для того, чтобы смотреть, где больше объема, где больше покупок, где больше продаж. И все это мы с вами можем видеть.
Плюс этот кластерный график, он нам еще сразу рисует такой вот дисбаланс. И не надо мне сейчас говорить, что это про Smart Money, и мне не нужен кластерный график, и я сам этот дисбаланс могу нарисовать. Там, где свеча проходит через весь график и летит в потолок, и там посреди этой свечи нету свечек, то это Smart Money, VSA, и там у нас есть вот эти вот дисбалансы. Нет, это сюда не относится. Это четко диапазон, в котором очень преобладал тот или иной участник на рынке. Это совсем другой дисбаланс. Это не ETH-шный дисбаланс, это другой дисбаланс. И тут могут свечи потом сюда возвращаться. И зону дисбаланса тестируем мы как раз, если в кластерном анализе не трогаем вот эту вот техническую вот эту всю фигню, да, мы если только кластерный анализ рассматриваем, то тут тоже в эту зону всегда возвращается цена в зону дисбаланса. Почему? Здесь было очень много покупок, да, цена, она уходит. Если здесь недостаточно сил, чтобы она двигалась очень далеко, мы начинаем разворот, то мы обязательно в зону дисбаланса придем, чтобы проверить, здесь будет снова активен покупатель или нет. Если мы приходим в эту зону дисбаланса и покупатель здесь активен, то есть как это было тут, зона зеленая, вот дисбаланс, здесь много было покупателя, эфир пошел вверх. Мы возвращаемся. Если бы здесь снова себя проявил покупатель, эфир бы улетел и переписал свои исторические максимумы. Этого не случилось, покупок не было, объем был крупный, но он был на продажу. Все, объем был действительно на продажу. Если вы здесь на кластер посмотрите, там действительно кластер будет большой на продажу. Даже здесь, если я открою на своей привычной мне платформе и посмотрю, то я вижу здесь кластер красный, огромный, продажа здесь была. И поэтому мы не выросли, потому что покупок не было, а не потому, что там какой-то дисбаланс или еще что-то такое. Не спорю, технический анализ это круто, но его нужно совместно применять с другими видами анализа. Мы должны 5% там анализа, самое ходовое и то, что действительно работает, использовать, 5% там использовать. И смотреть кластера объемы. Без объема вообще никуда. Нельзя торговать и не анализировать объемы, потому что цену двигают что? Покупки или продажи. А что нам показывает кластерный анализ и анализы объемов? Правильно, он нам показывает объем этих покупок и продаж. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал. Я надеюсь, это видео было полезным. Если хотите видео именно по вот этим вот кластерам, по всем инструментам на TradingView, которые показывают именно объемы, свечи объема, если вы хотите это все разбирать, пишите комментарии длительные с пожеланиями, что да, я действительно хочу изучать анализ объемов. И тогда мы будем выпускать еще один плейлист с именно не кластерным анализом, а анализом объемов. Палец вверх, колокольчик, подписаться и до новых встреч.